Hi, welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. Imagine you have a flat tire. Представьте себе ситуацию, при которой у вас проколото колесо. Вы говорите следующую фразу. Oh, nice. That's what I need right now. Oh, nice. That's what I need right now. Либо же представьте ситуацию, когда вы смотрите прогноз погоды, вы знаете, что вам завтра улетать куда-то на vacation. Вы его долго планировали. And there is a severe weather warning. You hear that and you say, that's great. That's exactly what I need right now. Or imagine this. Your phone dies on you and you don't have a charger. You say, oh, nice. That's exactly what I needed. Возникают ситуации, которые как последняя какая-то капля, как масло в огонь подливают вам, и вам кажется, что весь мир против вас. Вот в таких ситуациях вы можете использовать вот эту фразу. Вы, наверное, заметили, там вариации существуют, разница буквально в нескольких словах. Когда вы в речи это используете с кем-то, когда кто-то с вами рядом, очень важно не прогадать с интонацией, не промахнуться, потому что иногда вас могут понять буквально, здесь вы понимаете, что это сарказм, это вы так не думаете. И это будет соответствовать русскому, когда вы хотите сказать, ну вот только этого мне или нам, в зависимости от того, какое восподлежащее, этого сейчас не хватало. То есть вы можете говорить как that's what I need right now, that's what I needed right now. Вы можете использовать уточняющее слово exactly, that is exactly what I need right now, or that is exactly what I needed right now. That's all I got to say. Сейчас небольшой такой совет. Когда вы пытаетесь запомнить какую-то фразу, выражение, первое, помните, что эта фраза вы должны четко себе представлять, где вот вы ее сейчас пойдете и примените. То есть она должна для вас быть необходимой. То есть запоминать ее нужно только с той целью, когда именно вам необходимо решить коммуникативную задачу и пойти со знакомым в университете, на работе с коуоркерами, где-то эту фразу использовать. То есть цель того, что вы ее запоминаете, это быть услышанным, быть понятым. И в дальнейшем, чтобы вы поняли другого человека. Когда вы это услышите в свой адрес, может быть, или кто-то кому-то скажет, а вы перехватите, вспомните, что такую фразу вы сами запоминали, и тогда вы ее поймете. То есть я это к чему? Сейчас на нас с экранов телевизоров, имеется в виду компьютеров, телевизоров, где вы смотрите YouTube, я не знаю, валится очень большое количество контента и информации, и этот контент многим не нужен. Он не нужен вам, а особенно он не нужен тем, кто пытается с помощью YouTube как-то подтянуть свой английский язык. Потому что это видение какого-то одного человека, и вот эти все списки слов и грамматик, это же, вы понимаете, это нужно не вам, это за вас решает человек, что вам нужно. В современном мире, в 21 веке, язык так не изучается. То есть вы определяете, что вам нужно, вы делаете заказ. Но так как мы имеем дело с YouTube, понятное дело, там никто не будет от вас этот заказ принимать. Поэтому мы имеем дело то, с чем мы имеем дело. Поэтому я хочу предотвратить вот этот information overload, чтобы у вас просто мозг не взорвался, и очень-очень-очень это может, я так думаю, давить по самооценке, потому что вы смотрите, понимаете, может вам казаться, что я ничего не знаю, ничего не умею. Мне иногда такие комментарии пишут, и это очень... Это нездоровое восприятие, именно ноги этого растут вот от перезагрузки информации. Я желаю всем отличных выходных. Пока.